Это начинается с одного тихого, почти автоматического момента на вашей кухне. Вы открываете шкаф, достаете миску и насыпаете корм, в то время как ваша кошка наблюдает за вами своими внимательными, почти всевидящими глазами. В ее сознании вы не просто хозяин, который оплачивает счета. Согласно исследованиям антропозоологов, кошки за тысячелетия жизни рядом с нами так и не разработали отдельного социального языка для людей. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая является центром ее колонии и ее главным опекуном. Но прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, во рту вашей кошки может происходить тихая катастрофа, о которой вы даже не подозреваете. Статистика ветеринарии сурова. К 3 годам более 70% кошек уже страдают от воспаления десен и зубного камня, который незаметно распространяет бактерии по их кровотоку. Кошки – величайшие лжецы в том, что касается боли. Они будут мурчать и притворяться здоровыми до тех пор, пока их тело физически не перестанет справляться. Большинство владельцев узнают о проблеме только тогда, когда кошка перестает есть или когда счет от ветеринара за операцию под наркозом достигает 4-значных цифр. Правда, которую скрывают многие производители кормов, заключается в том, что инструменты для исцеления и долголетия вашей кошки уже лежат в вашем холодильнике или на полке специями. Сегодня мы разберем 15 продуктов, которые способны бороться с болезнями зубов изнутри, восстанавливать ткани десен и экономить вам $1000 на лечении. Этот сценарий – ваш путеводитель в мир, где питание становится высшим актом любви и биологической защиты вашего маленького сородича. 1. Кокосовое масло – невидимый разрушитель бактерий. Многие считают кокосовое масло просто модным трендом для людей, но для полости рта вашей кошки это мощнейшее биологическое оружие. Секрет кроется в лауриновой кислоте. Она не просто маскирует неприятный запах, она физически разрушает мембраны тех самых микробов, которые вызывают заболевания десен. Когда вы добавляете всего 1-4 чайные ложки кокосового масла в корм, оно начинает работать как невидимый очиститель. Оно не только предотвращает появление нового налета, но и уменьшает уже существующее воспаление десен. Если вы видите легкое покраснение вдоль зубов вашей кошки, это масло – ваш первый шаг к выздоровлению. Большинство кошек даже не заметят его присутствие в еде, но их десны почувствуют разницу. 2. Свежая петрушка – хлорофилловый щит. Мы часто выбрасываем остатки петрушки после приготовления ужина, не подозревая, что выбрасываем природный антибиотик. Петрушка содержит хлорофилл, одно из самых мощных антибактериальных соединений в природе. Она делает гораздо больше, чем просто освежает дыхание. Петрушка снижает общую бактериальную нагрузку в пасти. Меньше бактерий означает меньше налета, а меньше налета – здоровые десны. Достаточно половины чайной ложки мелко нарезанной зелени, подмешанной во влажный корм 3 раза в неделю. Но будьте внимательны. Всегда проверяйте этикетку. Петрушка не должна быть перепутана с луком или токсичными травами. 3. Костный бульон. Ремонтный комплект для тканей. Когда десны кошки начинают редеть и отступать, это не просто возраст. Это потеря коллагена на клеточном уровне. Костный бульон, который томится часами, выделяет желатин, прямой предшественник коллагена. Это не просто добавка, это сырье, из которого организм кошки заново строит поврежденные ткани десен. Для кошек, у которых уже начался процесс рецессии, отступления десны, костный бульон становится эликсиром, замедляющим повреждения. Важно использовать только несоленый домашний бульон без лука и чеснока, так как магазинные варианты опасны высоким содержанием натрия. 2 столовые ложки в день поверх сухого или влажного корма – это акт восстановления. Основ здоровья. 4. Сардины в воде. Противовоспалительный мастер. Болезнь десен – это не только бактерии, это агрессивный иммунный ответ организма,
который в попытке уничтожить микробы разрушает саму ткань. Жирные кислоты омега, 3-эпа и DHA, содержащиеся в сардинах, напрямую прерывают этот цикл разрушения. Исследование 2019 года доказало, что добавление омега-3 заметно снижает воспаление десен у кошек уже через 16 недель. Сардины – это то, что кошки инстинктивно любят, не зная, что эта рыба успокаивает их иммунную систему. Одна маленькая сардина обязательно в воде, без масла и соли. 1-2 раза в неделю способна изменить биологический климат в пасти вашего питомца. 5. Натуральный йогурт. Микробное равновесие. Проблема в пасти вашей кошки – это не просто наличие плохих бактерий, а нарушение баланса. Пробиотики, особенно штаммы лактобациллюс, вступают в прямую конкуренцию с вредными бактериями, образующими налет. Ученые называют это конкурентным исключением. Исследование 2016 года показало, что употребление пробиотиков всего за 30 дней значительно снижает количество бактерий, вызывающих налет. 1 чайная ложка йогурта, строго без сахара и смертельно опасного ксилита 3 раза в неделю способна полностью перезагрузить микробную среду в пасти вашей кошки. Лю. Сырая морковь, внутренняя зубная щетка. Это может прозвучать странно, но мелко натертая сырая морковь работает как механический абразив. В процессе жевания ее волокна нарушают структуру ранней биопленки, не давая ей затвердеть и превратиться в камень. Кроме того, морковь поставляет бета-каротин, который превращается в витамин А. Этот витамин необходим для поддержания здоровья слизистых оболочек десен. Слабые мембраны кровоточат и пропускают инфекцию. Крепкие мембраны – это барьер, который не дает болезни пройти вглубь. 7. Куркума – золотая специя против налета. Куркумин – активное соединение куркумы. Обладает уникальной способностью разрушать клеточные стенки бактерий и одновременно снимать воспаление. Это средство годами стоит в вашем шкафу, пока десны вашей кошки тихо разрушаются. Но здесь важна точность. 1 крошечная щепотка размером с кончик зубочистки, тщательно подмешанная во влажный корм, 2 раза в неделю – это максимальная доза. Превышение может вызвать проблемы с пищеварением. Золотистый оттенок на зубах кошку не беспокоит, а вот бактерии его боятся. 8. Сырой мед. Жидкий щит десен. Сырой мед содержит перекись водорода и специфические белки, обладающие антимикробной активностью против более чем 60 видов бактерий, колонизирующих пасть кошки. Метод применения здесь уникален. Всего 1 капля меда наносится непосредственно на линию десен раз в неделю. Это позволяет активным соединениям достичь тканей мгновенно, минуя процесс пищеварения. Важно использовать только сырой мед, так как пастеризация убивает все лечебные свойства. И помните, мед – это сахар, поэтому больше не значит лучше, строго 1 капля. 9. Цейлонская корица – специфический союзник. Корица способна бороться с бактериями на химическом уровне, но только 1 ее вид безопасен для вашей кошки. Вам нужна цейлонская корица, а не обычная кассия, которая содержит кумарин, токсичный для кошек даже в малых дозах. Цейлонская корица содержит коричный альдегид, который эффективно снижает популяцию бактерий, ответственных за образование налета. Маленькая щепотка, менее 1,8 чайной ложки раз в неделю – это ваш вклад в стерильность пасти вашего хищника. Всегда проверяйте этикетку. Если страна происхождения не указана, скорее всего, это опасная кассия. Сырые куриные шейки. Возвращение к истокам. В дикой природе кошки не страдают от зубного камня так часто, как домашние, потому что они постоянно разрывают мясо и кости. Жевание сырой куриной шейки имитирует этот процесс. Оно механически соскабливает биопленку с поверхности зубов, предотвращая ее превращение в камень.
Важнейшее правило: кости должны быть только сырыми. Вареные кости становятся хрупкими и могут повредить пищевод, в то время как сырые кости гибкие и безопасны для жевания. Одна куриная шейка 1-2 раза в неделю – это лучшая профилактика камня, которую придумала природа. 11. Витамин С – строитель коллагена. Кошки вырабатывают витамин С сами, но в условиях стресса, громкие звуки, смена обстановки, его уровень падает. Витамин С – это главный кофактор для синтеза коллагена. Без него ткани десен истончаются, десны отступают, и открывается путь для инфекции. Используйте аскорбат натрия. Он мягче для желудка кошки, чем обычная аскорбиновая кислота. Добавка всего 25 мг в корм через день помогает организму поддерживать регенерацию. Десен. Особенно у пожилых и тревожных кошек. 12. Яблочный уксус. Изменение среды. Вредные бактерии в пасти кошки обожают щелочную среду. Яблочный уксус, ACV, в правильном разведении делает среду слегка кислой, что подавляет рост бактерий, не повреждая эмаль зубов. Критически важно соблюдать пропорцию. 1 часть уксуса на 10 частей воды. Из этой смеси возьмите всего половину чайной ложки и добавьте в корм не в воду, раз в 3 дня. Это не только защищает зубы, но и поддерживает пищеварение, что вторично улучшает состав слюны. Шисан. Тыквенные семечки. Блокатор минерализации. Налет становится камнем через процесс минерализации, и здесь на сцену выходит цинк. Исследования в области стоматологии показывают, что ионы цинка активно подавляют кальцификацию налета. Сырые тыквенные семечки – один из богатейших природных источников цинка. Как только налет затвердеет, удалить его сможет только ветеринар под наркозом. Цинк – это то, что предотвращает этот дорогостоящий этап. Всего половина чайной ложки измельченных сырых семечек дважды в неделю – это ваша. Защита от 4-значных счетов из клиники. 14. Зеленый чай – жидкая защита. Зеленый чай содержит EGCG – эпигалокатехин-галат, одно из самых изученных противомикробных соединений. Исследования подтвердили, что катехины зеленого чая значительно снижают количество бактерий, ответственных за запущенные стадии болезней пародонта. Приготовление требует осторожности. Заварите 1 слабый пакетик в 250 мл воды, полностью остудите и снова разбавьте 1 часть чая на 3 части воды. Добавляйте 1 чайную ложку этого раствора в еду не чаще 2 раз в неделю. В такой концентрации кофеин ничтожен, а польза для десен огромна. 15. Порошок ламинарий. Келп. Невидимая броня. Бурые водоросли, Ascophyllum nodosum, изучались напрямую на кошках. Специфические соединения в их составе подавляют бактериальные ферменты, которые позволяют налету прилипать к эмали зубов. Если бактерии не могут зацепиться, они не могут образовать камень. Исследования показали значительное снижение накопления камня всего за 8 недель. 1-4 чайные ложки пищевого порошка ламинарии 3 раза в неделю – это невидимый щит, который делает зубы вашей кошки неприступными для инфекции. Ответственность большой кошки. Прямо сейчас посмотрите на свою кошку. Она никогда не скажет вам, что ее десны горят от боли, а бактерии проникают в ее сердце через кровоток. Она будет терпеть это в одиночестве, скрывая свою уязвимость, потому что таков закон ее природы. Вы ее единственная система здравоохранения. Большинство этих 15 ингредиентов уже находятся на вашей кухне и стоят копейки. Но цена вашего бездействия – это ее здоровье и годы жизни, которые вы могли бы провести вместе. Не ждите, пока ее дыхание станет невыносимым, а кошка начнет отказываться от еды. Выберите 1 или 2 продукта из этого списка и добавьте их в ее миску уже сегодня, вечером. Помните, в этом огромном и порой непонятном мире ваш голос – это ее музыка, ваше присутствие – это ее безопасность, а ваша осознанная забота – это ее единственный шанс на жизнь без боли. Берегите своего маленького сородича.
потому что для вас она часть жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Посмотрите, сколько из этих 15 продуктов уже есть у вас дома. Напишите эту цифру в комментариях. Давайте увидим, насколько мы готовы защитить наших друзей.